Ля-Джудрир – бывший еврейский квартал города Родос, Греция. Квартал населяли сефардские евреи, говорящие на ладино. Хотя на острове Родос уже почти 2000 лет присутствует некоторое еврейское присутствие, жители Ля-Джудрир появились только в 15 веке, после того, как их изгнали из Испании. В еврейском квартале Ля-Джудрир действовало 6 синагог, включая синагогу Кахал-Шалом, а также ешивы, и евреи занимались всеми ремеслами, включая торговлю, медицину, производство оружия, ткачество и многое другое. В 1927 году на острове при поддержке итальянского правительства была основана раввинская семинария. Евреи Родоса процветали до начала преследований итальянского фашизма в 1930-х годах, и на пике своего развития население еврейского квартала составляло более 4000 человек. Ля-Джудрир находится в восточной части старого города Родоса, недалеко от пирса, используемого круизными судами. Он в основном сосредоточен на улице Досиаду, где находится синагога Кахал-Шалом, единственный оставшийся еврейский молитвенный дом на острове из 6, которые когда-то стояли, а также еврейский музей Родоса. Другие особенности квартала включают площадь мучеников-евреев, которая отдает дань уважения евреям Родоса, убитым во время Холокоста, расположенную недалеко от центра района, школу Рлайрнс из Рирлайт Универселли, бывшее место синагоги Кехрл-Грынды и ряд мемориальных досок по всему кварталу на ладино, иврите и итальянском языках. За пределами Джудрир находится еврейское кладбище Родоса, которое датируется XVI веком и является одним из наиболее хорошо сохранившихся в Европе. Евреи Родоса – это древняя еврейская община, которая существовала на Родосе по крайней мере с XII века и значительно выросла после изгнания из Испании в 1492 году. Прибытие сефардских евреев после их изгнания из Испании оживило и расширило общину, принеся с собой богатые культурные и религиозные традиции. Во время османского правления евреи Родоса наслаждались хорошими отношениями, переживая период относительного мира и процветания, особенно в XVI и XVII веках. Это гармоничное сосуществование продолжалось до итальянской оккупации 12 мая 1912 года, которая ознаменовала начало более сложной эпохи для еврейской общины. После итальянской оккупации община столкнулась с растущими ограничениями и трудностями. До Второй мировой войны на Родосе проживало около 6000 евреев. Община была почти полностью уничтожена во время Холокоста, и сегодня на острове проживает около 40 евреев. Еврейская община на Родосе имеет славную и древнюю историю, и уже Вениамин Тудельский сообщает в конце XIII века, что он нашел на острове 400 евреев. Обадия из Бертинора проезжал через остров в 1487 году, оставался там около 1,5 месяцев и хвалил образование евреев острова. После изгнания евреев из Испании в 1492 году община росла, так как многие изгнанники нашли свой дом на острове и основали там испанскую еврейскую общину. В начале XVII века еврей по имени Леви был передан губернатору Родоса своими деловыми партнерами во время спора, что привело к его принудительному обращению в христианство под суровым давлением. Леви добивался возмещения ущерба от раввинского суда Константинополя, который постановил выплатить компенсацию, но когда его жена сбежала в Александрию, губернатор Родоса вымогал взятку у еврейской общины, обвиняя их в содействии ее побегу. Раввин пришел к выводу, что, хотя партнеры не могли предвидеть все последствия своих действий, они были виновны в серьезном правонарушении, и община могла оштрафовать их в качестве сдерживающего фактора. Завоевание острова в 1522 году Сулейманом Великолепным, султаном Османской империи, было выгодно для статуса евреев на острове, и их число увеличилось. Согласно еврейской энциклопедии, Соломон ибн Верга, изгнанник из Португалии, прибыл из Пизы в Италии на Родос и умер там в 1533 году после завоевания острова. Османское правление было выгодно для евреев и позволяло им продолжать жить в пределах городских стен, что было запрещено христианам. В еврейском квартале Ля-Джудрир действовало 6 синагог, включая синагогу Кахал-Шалом, а также ешивы, и евреи занимались всеми ремеслами, включая торговлю, медицину, изготовление оружия, ткачество и многое другое. В 1927 году на острове при поддержке итальянского правительства была основана раввинская семинария. В 1840 году община пострадала от кровавого навета на Родосе. Только после вмешательства семьи Ротшильдов с общины было снято обвинение в убийстве мальчика.
К концу XIX века евреи были второй по величине религиозной группой на острове, их община насчитывала 11 тысяч душ из 28 тысяч жителей. После итальянского завоевания в начале XX века многие евреи покинули Родос в поисках лучшей жизни или из-за страха перед объявлением антисемитских законов, в том числе в общину города Милос, расположенного недалеко от города Бодрум в Малой Азии. В 1930 году еврейская община насчитывала около 4000 человек из 30 тысяч жителей острова. В 1887 году община насчитывала около 2600 человек из 30 тысяч жителей города. Когда османское правление на острове подошло к концу, еврейская община также пришла в упадок, и многие евреи покинули остров. Первыми, кто покинул остров и отправился в Родезию и Бельгийское Конго в Африке, были братья Муса и Салман бин Атар, которые прибыли туда еще в 1895 году. Вслед за ними многие другие евреи из Родоса мигрировали в Бельгийское Конго, Южную Африку и Родезию. После введения расовых законов в Италии и с началом Второй мировой войны около 4000 из 6000 евреев Родоса покинули город. 23 июля 1944 года немцы сосредоточили 1673 еврея общины на площади мучеников в еврейском квартале, отвезли в порт города Родос и погрузили на грузовые паромы, которые плыли в порт Пирей, откуда евреев отправили в концентрационный лагерь Хайдаре. По пути они подобрали около 100 членов общины Каса. 7 евреев погибли во время путешествия из Родоса в порт Пирей. 1 августа евреи Родоса и Каса прибыли в лагерь Хайдаре, а через несколько недель были отправлены в лагерь смерти Освенцим, где члены общины были убиты, за исключением 151 еврея с Родоса, которые были спасены. Турецкому консулу Селахатину Улькумену удалось спасти 42 еврея, заявив, что они являются гражданами Турции или имеют связи с Турцией. Из 6 синагог, которые были в городе, сегодня стоит только синагога Кахл-Шалом. В синагоге находится еврейский музей Родоса.